Всем привет, ребята! Только что я в своем инстаграме написала, не хотите ли вы видеть ролики о том, как я разбираю свои пакеты после супермаркетов, после различных покупок продуктов. Это будет своеобразные видео о покупках, но все-таки они будут вот такого вот характера, разбора покупок. Я надеюсь, вам эта тема будет интересна. Мне очень тоже интересно поделиться своими любимчиками, возможно, похвастаться какими-то интересными покупками, что я собираюсь попробовать в питании правильно. Поэтому давайте скорее начнем. Итак, здесь у меня два пакета, я только что вернулась, еле дотащила их, я не зря качаюсь, поэтому дотащила я их очень хорошо. Итак, первое, что я здесь достаю, это у меня будет молоко, 3,2%. Я, опять же, как много раз говорила вам, не слежу особо за жирностью продуктов. Плохо употреблять постоянно молочные продукты с низким содержанием жира, потому что жиры обязательно нужны в нашем рационе. Поэтому я обычно беру около 3-5% жирности именно молоко. Это фирмы 36 копеек, наверное, даже не знаю. Дальше. Ребят, как я и без сметаны, я уже не знаю, многие там уже просто пририсовывают мои лица в этой сметане. В общем, да, действительно, Таня человек сметана, я без сметаны никуда, она у меня постоянно в холодильнике, то есть это мой продукт must have. В основном беру домик в деревне, 15%, не больше, где-то 15% я беру, в общем. Чеснок. Чеснок у нас тоже в семье очень популярный продукт, и мы его добавляем везде. Мы добавляем его в мясо, когда я его, допустим, мариную, добавляю в какие-то салатики. У меня Дима просто так его ест, эти головки. Фасоль зеленая, стручковая. Иногда добавляю, опять же, в рис, если готовлю плов какой-то. Или просто к мяску можно вкусно так добавить. Даже так могу ее посолить немножко и покушать. Здесь у меня хрен. Первый раз делаю этот хрен этой фирмы, попробуем, не знаю, просто иногда уже, вот дальше уже пошла куриная грудка, и, реально скучно ее становится кушать просто так, поэтому иногда добавляю вот хрен какой-то, или же горчицу к грудке, или к любому мясу, чтобы хотя бы немножко уже не так приторно это все было. И дальше у меня идут 2 упаковки куриной грудки, это у меня куриные грудки на костях, то есть там 2 косточки такие, вот они, 2 штучки. Я с них могу сделать, допустим, сначала бульон, в этом бульоне что-то сделать, допустим, какой-то простенький, легкий супчик, как я вам показывала, грибной, или же просто на кости как-то запечь эту грудку в мультиварке, тоже неплохо получается. И это уже обычная такая грудка без кости. С ней можно абсолютно все, что делать. Вот эту, наверное, скорее всего, сделаю на фарш, перемолю, и будет у меня котлетки на пару. И поехали дальше. Дальше последний пакетик. Взяла себе вот такой вот контейнер маленький. Я стояла очень долго и шлепала этой крышкой, проверяла ее на прочность, потому что в основном проблема это то, что они или протекают, или отпадает эта крышка. В общем, не очень-то они удобные. Но, кстати, вот этот контейнер очень такой прочный оказался. Я думаю, что я буду... Классно, короче. Я думаю, что я в нем буду делать или ленивую овсянку, или же какие-то йогурты, допустим, мороженое можно сделать, или какое-то желе протеиновое. В общем, безумно много способов, как можно использовать такие контейнеры. Взяла один пока что, но я чувствую, что мне нужно будет второй взять для Димы, потому что он просто нападет на мое мороженое, если оно у меня будет одно. Дальше у меня тут чашка, у меня просто сломалась ручка, и купила себе чашечку. Цикорий натуральный. Обычно я вам показывала цикорий уже в такой упаковке, он как бы был измельченный. А в этот раз я нашла вот такой вот натуральный цикорий. Я хочу попробовать его, как он на вкус, как он вообще отличается он от того готового, то есть в порошковом виде или нет. Тут вот написано натуральный, жареный в кусочках. 150 грамм, если я не ошибаюсь, то ли 70 или 80 рублей стоил, я не помню уже. Но обычно я его пью с добавлением молока, вот просто в чистом виде я его не пью. Если вы смотрите мой блог, мои правильное питание и влоги, то вы должны знать, что я вообще, наверное, моду ввела на этот цикорий. Мне кажется, в Москве найти яйца большие по размеру и с желтым желтком, то есть, как натуральные яйца, очень сложно.
В основном у меня какие-то они маленькие. Кстати, напишите в комментариях, будет ли вам интересно, если я буду озвучивать цены на каждый продукт, возможно, показывать вам чек в конце этого видео и говорить, насколько мне это все обошлось. Будет ли вам интересно это? Дальше у меня творог, фирма Славушкин, Хуторок. Я взяла этот творог, и дальше там будет йогурт для рецепта. Потом вам покажу его или оставлю ссылочку на это видео. В общем, этой фирмы я беру первый раз. Опять же, я с составом очень долго вожусь в супермаркетах, все прочитываю, чтобы был действительно качественный продукт. Напишите, какой фирмы вы творог покупаете чаще всего. Взяла 2 упаковки желатина. Вот как я вам и говорила, хочу делать какие-то мороженки, допустим, или какие-то желешки в этой банке. В общем, буду что-то мутить с протеином. Взяла пакетики, обыкновенные пакеты для бутербродов. Ну, на самом деле не для бутербродов, я могу их использовать как угодно, что-то туда запаковывать. В общем, на кухне всегда пригодятся. Я напала на отдел для диабетиков, и там я просто отрываюсь. Я не могу никак отойти от этого отдела, там постоянно какие-то интересные штучки для правильного питания тоже могут пригодиться. И здесь я взяла гречневые отруби. Буду их использовать, наверное, абсолютно везде. В каких-то оладушках, в каких-то коржах для тортов, в салаты какие-то, опять же, добавлять. В общем, можно использовать эти отруби как угодно. И, кстати, тут с клюквой прикольно. И там же для разнообразия взяла рисовые отруби, кстати, с растопстышем. Так, и что мне здесь еще осталось? Взяла я йогурт, тот, который я вам говорила. Буду, в общем, использовать его в рецепте. Это у нас фирма Б.Ю. Александров, наверное, так. В общем, я так почитала, по составу очень даже ничего. Натуральный йогурт. Я бы могла сделать, конечно, йогурт в своей йогуртнице мультиварке, но это морока такая, я не знаю. Я никак не дойду, в общем, до этих йогуртов. Поэтому я решила не морочить себе голову. И последнее, что у меня здесь есть, это я купила для Димы. Я знаю, что он любит такие бодяжки разные. В общем, первый раз такое беру и вообще первый раз вижу такое. Это какой-то молочный стерилизованный можайский коктейль с кофе. Почему-то, когда я вижу этот коктейль, мне вспоминается Таиланд с этим холодным кофе, с молоком, как они все время это делали. В общем, вкуснющая штука, я надеюсь, будет. По составу, конечно, все очень сомнительно, но почему бы и нет? Почему бы не попробовать что-то новенькое? Так что вот такие покупки у меня на сегодня, ребят. Я, как вы видите, не затаривалась, как это делать на неделю, допустим, какие-то крупы. Как вы видите, круп здесь совершенно нет. Я просто пошла в магазин и купила то, что мне, к примеру, нужно на данный момент. Вот у меня грудка закончилась, у меня там, допустим, яйца закончились, и захотела попробовать что-то новенькое, какие-то новинки, чтобы вам о чем-то рассказать. Так что очень жду ваших пальчиков вверх и ваше мнение в комментариях, как бы можно было бы улучшить эту рубрику. Пишите, хотите ли вы видеть цены и итоговые чеки о всех этих покупках. В общем, жду ваших отзывов и встретимся в следующем ролике. Всем удачи, пока-пока!